Если вы до сих пор думаете, что для стильного аватара нужна фотосессия, студия и куча времени, нет. Сейчас это делается намного проще. В этом видео я покажу, как создаю себе аватары с помощью нейросетей так, чтобы они выглядели дорого, стильно и, главное, были реально похожи на меня. Потому что большинство делает это вообще неправильно. Люди просто загружают фото, пишут пару слов и получают красивую, но абсолютно чужое лицо. Я покажу схему, как сделать нормально. Берем референс, отдельно вытаскиваем стиль, отдельно описываем свою внешность, потом все это собираем, загружаем в генерацию и получаем готовый результат. И досмотрите до конца, потому что главный секрет здесь не в кнопке генерации. Главный секрет в том, как вы объясняете нейросети, кого и в каком стиле она должна сделать. Нам нужно три вещи. Первая– ваша фотография. Вторая– референс из Pinterest, то есть картинка, которая показывает, как именно вы хотите выглядеть. Третье– это сайт, на котором мы все это соберем. Ссылку я оставлю на сайт в описании. И дальше мы начинаем идти по шагам. Поехали! Первое. Мы заходим в Pinterest. И здесь мы ищем не человека, похожего на нас, а атмосферу, студию, что мы хотим создать. Например, в своем файле я подготовил запросы, что мы можем искать. Вы переделываете их здесь под свой формат, да, вот если нужен дорогой стильный мужской аватар, вы тут пишете женское все, переделываете. Если нужен более креативный стиль, если хочешь искать на английском. Я вот все подготовил. Этот файл я прикреплю у себя в бесплатном телеграм-канале, потому что в Ютубе этой возможности нет. Например, я хочу сейчас сделать, как до этого я записывал видео и делал типа подкаста, и я буду искать идеи подкаста. Вы можете что-то свое придумать. Вот. Мы ищем то, что нам подойдет. Я обычно выбираю что-то чистое и понятное. За основу я возьму вот этот референс. И я нажимаю здесь сверху на три точки и скачать изображение. Все, изображение скачано, оно мне написало. Дальше мы переходим на Syntax сайт. Ссылку на него я оставлю у себя в описании. Здесь мы нажимаем сверху текст. Нам нужен текст. Все, создаем новый текст, на плюсик нажимаем и выбираем модель. У меня это ChatGPT 5.4. У вас будет зависеть от вашей подписки. Дальше мы прикрепляем наше изображение, которое мы сохранили из Pinterest, и пишем, чтобы он описал нам это изображение. Мы теперь переходим опять в файл. Какая-то у меня тут ошибка получилась. Вот. И берем промпт для описания референса и внешности. Мы его копируем, скопировали и вставляем к изображению. Он у нас звучит: проанализируй это изображение, опиши его как профессиональный промпт для генерации фотореалистичного портрета, подробно укажи внешний стиль, тырым-пырым-пырым. Ответ напиши в формате готового промпта для без пояснений и лишнего текста. Все, мы отправляем это в чат GPT. Сейчас он нам уже начал все писать. Все, он описал нам это изображение. Дальше теперь мы загружаем изображение с нашим лицом. Я выбираю вот эту фотографию. И опять мы возвращаемся в файл. И здесь берем промпт для описания внешности. Все, мы его скопировали и вставляем сюда. Все, укажи форму без лишней воды, все, отправляем. Сейчас он анализирует. Мужчин 28-35 лет, очень мне приятно. Так-то мне 38. Вот, брови, все. Он описал все подробно. Мы все находимся в этом же чате GPT. И дальше мы из файла
Берем промпт. Создай единый профессиональный промпт для генерации фотореалистичных. За основу возьми внешность человека из первого описания. Затем наложи на этого человека стиль, композицию, освещение, одежду, атмосферу, визуальную подачу из второго описания. Но так как у нас мы первым загрузили м, изображение, которое мы будем накладывать, да, мы здесь меняем местами. Создай единый фотореалистичный портрет. За основу возьми внешность человека из второго описания и сохрани ее максимально точно. Затем наложи на этого человека стиль, композицию, освещение, атмосферу дизайн из первого описания. Все, отправляем. Сейчас он нам должен соединить. Все, вот он нам пишет промпт, все это соединяет. Все, он нам соединил. Далее теперь нам нужно создать, да, нашего аватара. Мы копируем весь текст. Скопировали. И дальше мы переходим сверху, нажимаем дизайн. Выбираем здесь новое у меня, потому что много всего нагенерировано. Справа мы выбираем Nano Banana. Берем Nano Banana Pro. Формат мы выбираем, если какой нам нужен. В данный момент я буду делать 9:16. Качество я оставляю 2К. Сюда мы подгружаем первым изображением, что он референс нам, который нужен, и вторым изображением наше лицо. Все. Вставляем. Тут чистим все. Так, все. Почистили, что лишнее он скопировал. И отправляем в нейросеть. Ждем несколько секунд и смотрим, что у нас получилось. Ну вот он сгенерировал, получилось вот такое изображение. В общем, схема простая. Находим сильный референс, отдельно описываем стиль, отдельно описываем свою внешность, собираем это в один нормальный промпт, загружаем все в генерацию, получаем готовый аватар. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, делать ли вторую часть, как я из этих аватаров делаю вот такое видео. Ссылка на сайт и группу я оставлю в описании. И если вам интересны нейросети без воды и с нормальной практикой, дальше будет еще интересней. Пока.